Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в одно утро вы просыпаетесь бодрым, а в другое усталым? В этом видео мы погрузимся в мир поз для сна и их глубокого влияния на общее самочувствие. Мы раскроем секреты спокойного сна и здорового позвоночника от смысла различных поз для сна до потенциального вреда некоторых поз. Кстати, подпишитесь на канал. Не пропустите следующий ролик, возможно, это будет крайне важным для вашего здоровья. Мы просто хотим, чтобы вы были информированы. Позы во время сна – это не просто положения, которые мы принимаем во время отдыха. Они являются неотъемлемой частью нашего общего самочувствия, возникая из индивидуальных привычек и предпочтений. Эти позы имеют различные формы, каждая из которых имеет свое уникальное описание, вес и воздействие на организм. От положения эмбриона до сна на спине разнообразие поз для сна огромно. Состав этих поз влияет на такие факторы, как выравнивание позвоночника, напряжение мышц и даже качество сна. Понимание их свойств очень важно для достижения комфортного и полезного для здоровья режима сна. Как мы отдыхаем ночью, может существенно влиять на наше общее самочувствие. Спина – положение, при котором человек лежит на спине, дает такие преимущества, как выравнивание позвоночника и уменьшение давления на суставы, что делает его благоприятным выбором для многих людей. Кроме того, такое положение позволяет снизить риск возникновения кислотного рефлюкса, способствуя улучшению пищеварения. Еще одно распространенное положение для сна на боку известно тем, что оно способно облегчить храп и улучшить воздухообмен, что делает его идеальным выбором для людей с легкой формой апноэ сна. Беременные часто находят облегчение в этом положении, поскольку оно уменьшает давление на матку и способствует лучшему кровоснабжению плода. Поза эмбриона, когда тело свернуто, а колени подтянуты к груди, дает ощущение безопасности и комфорта. Это популярный вариант для тех, кто находит утешение в более закрытой позе для сна. Для тех, кто предпочитает более просторную позу, подойдет поза морской звезды лежа на спине с вытянутыми руками и ногами. Эта открытая поза способствует воздухообмену и минимизирует вероятность появления мимических морщин, однако она может не подойти тем, кто склонен к храпу. Некоторые предпочитают положение лежа на спине или сон на животе, но при этом следует соблюдать осторожность. Хотя она и уменьшает храп, но создает нагрузку на шею и позвоночник, что может привести к дискомфорту и долгосрочным проблемам. Влияние позы сна на выработку мелатонина. Сон в положениях, сужающих кровоток или создающих нагрузку на шею и позвоночник, например, сон на животе, может негативно влиять на выработку мелатонина. Нарушение кровообращения и потенциальный дискомфорт, связанный с определенными позами, могут нарушить способность организма эффективно вырабатывать мелатонин. А что такое мелатонин? Возможно, вы зададите такой вопрос. Так вот, мелатонин, часто называемый гормоном сна, играет важнейшую роль в регуляции циркадных ритмов и циклов сон-бодрствования. Мелатонин вырабатывается шишковидной железой в головном мозге и чувствителен к свету и темноте, причем его секреция зависит от естественного чередования дня и ночи. Вечером, когда световой день уменьшается, шишковидное железо выбрасывает мелатонин в кровь. Этот всплеск мелатонина сигнализирует организму о том, что пора засыпать и готовиться ко сну. Уровень мелатонина остается повышенным в течение всей ночи, способствуя спокойному и омолаживающему сну. Помимо роли в обеспечении сна, мелатонин является многогранным гормоном, обладающим антиоксидантными свойствами, способствующим поддержанию иммунной функции и общего состояния здоровья. Вот почему вредно спать на животе. Сон на животе, кажущийся некоторым удобным, может быть тихим виновником напряжения шеи и неправильного положения позвоночника. В первую очередь это связано с тем, что сон на животе влияет на выравнивание позвоночника. Когда вы спите на животе, ваша шея часто повернута в сторону в течение длительного времени. Это создает неестественный изгиб позвоночника, создавая нагрузку на шейные позвонки и поддерживающие их мышцы. Со временем такая постоянная нагрузка может привести к хроническим болям в шее, скованности и даже головным болям. Кроме того, сон на животе может привести к увеличению нагрузки на суставы и мышцы, особенно в нижней части спины и таза. Дуга в нижней части спины, образующаяся при таком положении, может привести к дискомфорту и потенциальным проблемам с поясничным отделом позвоночника. Если этого недостаточно, подумайте о нагрузке на шею и позвоночник при дыхании в таком положении. Голова повернута в сторону, что может привести к сужению дыхательных путей и затруднению глубокого дыхания. Такое нарушение дыхания может способствовать появлению храпа и в некоторых случаях усугублять симптомы апноэ во сне. А теперь представьте себе кумулятивные последствия ночей и лет, проведенных в такой позе. Незначительные неудобства могут перерасти в постоянные проблемы, влияющие не только на качество сна, но и на жизнь в бодрствующем состоянии. Какие еще позы для сна вредны? Представьте себе, что неестественные позы для сна – это головоломка для боли в суставах и мышечного напряжения. Когда вы скручиваетесь и поворачиваетесь под неестественным углом, вы нарушаете гармоничное выравнивание позвоночника. Это похоже на попытку вставить кусочки головоломки не туда, куда нужно, что приводит к дискомфорту и возможным долгосрочным последствиям. Теперь поговорим о морской звезде, свободном положении лежа на спине
спине с поднятыми вверх руками. Несмотря на кажущуюся беззаботность, такая поза может оказывать повышенное давление на нервы и кровеносные сосуды в плечах, в то время как на плечи ложится вся тяжесть, что может привести к боли и дискомфорту в плечах. Поза эмбриона, часто используемая для обеспечения комфорта, может превратиться в головоломку, если ее слишком сильно свернуть. В этой уютной позе есть риск ограничить дыхание, что создает парадокс, когда комфорт может поставить под угрозу ваше долгосрочное самочувствие. Последствия неправильной позы во время сна. Во-первых, постоянное неправильное положение во сне может привести к хроническому дискомфорту и болям, которые влияют не только на сон, но и на часы бодрствования. Особенно уязвим позвоночник, центральный элемент опорной структуры организма. Неправильная осанка во время сна может привести к таким проблемам, как боли в пояснице, скованность и мышечные боли. Распространенный сценарий: вы можете думать, что хорошо выспались, но положение, в котором вы спали, может иметь долгосрочные последствия для вашего общего самочувствия. Давайте разберемся в тонкостях того, как чувствовать себя хорошо отдохнувшим, несмотря на потенциальные недостатки, связанные с неправильной позой для сна. Хороший сон — это не только продолжительность отдыха, но и качество сна, и его воздействие на организм. Если во время сна вы принимаете положение, не соответствующее естественным контурам вашего тела, вы можете проснуться отдохнувшим, но последствия могут проявиться со временем. Одним из важных последствий является дискомфорт в опорно-двигательном аппарате. Неправильное положение во время сна может привести к ригидности мышц, болям в суставах и постоянным недомоганиям. Например, сон на животе, кажущийся кому-то удобным, может вызвать напряжение в шее и позвоночнике, что приводит к дискомфорту, который может не сразу проявиться при пробуждении, но становится все более заметным в течение дня. Кроме того, неправильная поза во время сна может нарушить выравнивание позвоночника. Сон, ограничивающий естественные движения тела, также может повлиять на кровообращение. Например, если вы приняли положение, сдавливающее кровеносные сосуды или препятствующее нормальному кровотоку, то после пробуждения вы можете ощутить покалывание или онемение, что свидетельствует о возможных нарушениях кровообращения. Кроме того, неправильная поза во сне может повлиять на дыхательную систему. Позы, сужающие дыхательные пути или вызывающие неестественный наклон головы, могут способствовать возникновению храпа или усугублять симптомы апноэ во сне, даже если вначале вы не замечаете этих нарушений в течение ночи. Стремясь к качественному сну, важно понимать, что ощущение покоя в краткосрочной перспективе не обязательно гарантирует отсутствие последствий. Влияние неправильного положения во сне может проявляться постепенно, что подчеркивает важность приоритета не только количества сна, но и правильности и комфортности выбранной позы для сна. Влияние позы сна на психическое состояние. Взаимосвязь позы для сна с психическим здоровьем распространяется и на такие состояния, как тревога и стресс. Удобная поза во сне способствует расслаблению и смягчению последствий ежедневных стрессов. Напротив, позы, вызывающие физический дискомфорт или напряжение, могут способствовать повышению уровня стресса и усугублению тревожности. Какая поза для сна является наилучшей? Приступая к поиску оптимального положения для сна, необходимо признать субъективный характер этого определения. Лучшее положение часто зависит от индивидуальных предпочтений, состояния здоровья и уровня комфорта. Однако некоторые положения, как правило, выделяются своими потенциальными преимуществами. Сон на спине, научно известный как положение лежа, часто становится главным претендентом на звание лучшего положения для сна. Эта поза поддерживает естественное положение позвоночника, снижая риск возникновения боли в спине и минимизирует точки давления. Кроме того, она обеспечивает оптимальную поддержку головы, шеи и позвоночника. Еще одним широко рекомендуемым положением является боковой сон, особенно на левом боку. Такая поза способствует улучшению пищеварения, уменьшению симптомов кислотного рефлюкса и улучшению кровообращения. Беременные могут найти облегчение в левостороннем сне, поскольку он оптимизирует приток крови к плоду. Взаимосвязь мелатонина с позой во время сна. Мелатонин играет ключевую роль в регуляции циклов сон-бодрствования, влияя на качество нашего сна. Когда мы принимаем позу для сна, соответствующую естественным контурам тела, например, спину или бок, мы можем повысить выработку мелатонина. Положение лежа на спине часто ассоциируется с повышением уровня мелатонина благодаря уменьшению сдавливания жизненно важных органов и оптимизации кровотока. Стратегическое использование подушек может еще больше усилить преимущество выбранной вами позы сна. Положив подушку между коленями во время бокового сна, можно выровнять бедра и уменьшить давление на поясницу. Тем, кто спит на спине, полезно подложить небольшую подушку под свод позвоночника для дополнительной поддержки. Перейдем к практическим советам, которые помогут вам достичь и поддерживать оптимальную позу для спокойного сна. Поддержка подушки. Покупайте подушки, которые обеспечивают достаточную поддержку головы, шеи и позвоночника. Тем, кто спит на спине, лучше использовать более тонкую подушку для поддержания естественного положения позвоночника. А тем, кто спит на боку, удобнее использовать более толстую подушку, чтобы заполнить пространство между плечом и ухом. Матрас имеет значение. Выбирайте матрас, который соответствует вашему предпочтительному положению во время сна. Для людей, спящих на спине, часто рекомендуются более жесткие матрасы, в то время как люди, спящие на боку, могут предпочитать
предпочесть немного более мягкую поверхность, чтобы приспособиться к контурам тела. Подушка между коленями. Если вы спите на боку, положите подушку между коленями, это поможет выровнять положение бедер и уменьшить давление на поясницу, что будет способствовать более комфортному сну. Поддерживайте нейтральное положение позвоночника. Независимо от того, спите ли вы на спине или на боку, старайтесь поддерживать позвоночник в нейтральном положении. Избегайте чрезмерного выгибания или скручивания, так как это может привести к дискомфорту и потенциальным долгосрочным проблемам. Экспериментируйте и прислушивайтесь к своему организму. Каждый человек уникален, поэтому необходимо экспериментировать с различными положениями для сна и расположением подушки. Прислушивайтесь к сигналам своего тела. Дискомфорт или беспокойство могут указывать на необходимость корректировки. Учитывайте состояние своего здоровья. Если у вас есть определенные заболевания, такие как апноэ во сне или кислотный рефлюкс, проконсультируйтесь с медицинским работником, чтобы определить наиболее подходящую позу для сна в вашем случае. Не забудьте подписаться. Посмотрите эти ролики, которые вышли на экране. Возможно, это важно для вашего здоровья.